Друзья, здравствуйте! Хочу сегодня сделать манты немного. Сейчас буду ставить тесто, делать тесто. Вот, и потом буду мясо крутить. Разливаю одно яйцо. Можно яйца не добавлять, но мне вот нравится. Я добавляю и в пельменное тесто, и чебуречное. Здесь у меня вода, 1 стакан. Соль я растворила и потихоньку я буду добавлять водичку. Так как мы теперь только вдвоем живем с дочей, нам надо очень немного. Питаемся в основном овощами. Борщ, окрошка. А на второе, кашу, конечно, мы варим каждый день. Манную я люблю с маслом утром покушать. Пшенную. Иногда гречку. Буду руками теперь. Взяла деревянную ложку, потому что животное стучит неприятно. Вообще-то и не планировала я особо-то манты, но куплена у меня лежит такая пароварка. И мне хочется ее испробовать. Я сейчас разглядела ее, она такая хлипкая, китайская, видимо. У меня есть мультиварка такая электрическая, тоже в кладовке. Стоит уже 100 лет. Там 3 яруса. В принципе, можно было ее, конечно, достать. Ее потом надо мыть долго. А мне уже неохота. Вот. Тесто должно быть крутым. Единственное, что надо долго месить. Наверное, минут 7. Может, 10. Как ни говори, посуде неудобно. Сейчас я вывалю. Сейчас я соберу все в комочек. Буду домешивать в досочке. Живу я очень скромно. Посуда у меня есть, сковородки, еще мама моей. У меня рука не поднимается выбрасывать. У меня дети говорят, что мама, уже пора выкинуть. Купи новую. У меня даже новая лежит в коробке сковородка. Несколько лет назад мне подарил внук. Я еще ни разу не пользовалась. Не люблю, когда к рукам липнет, так вот болтается хлопками. Не люблю лишние вещи, лишнюю одежду. Вообще ничего лишнего. Tak mi weszłaś w krew, dziewczyno czarnota, tak mi weszłaś w krew, jak stary mocny szokaj. Tak mi skrzypać śpiewniejszy mi twój głos, bo tak mi weszłaś w krew, na zły i dobry los. Nikt, że gniewce to mroczy, nikt, że gniewne są. Так, мясо я нарезала, это вырезка. Здесь ровно килограмм. Килограмм стоит у нас в магазине 300, по-моему, 20. Здесь я нарезала лук, а здесь натерла кабачок. Так как у меня нету курдючного жира, даже если бы он был, я, может, не стала бы добавлять. Для сочности, конечно, я добавлю
вот этот натертый кабачок. И намяла черный перец тут. Вот я его сразу высыплю. Лук. Даже, пожалуй, будет маловато. И все. Я больше ничего не буду добавлять. Тесто у меня отдыхает. Сейчас я включу мясорубку и прокручу мясо. Пока отключу, чтобы, не шуметь как бы. Так, я все смешала. Положила лук, кабачок. Вилкой перемешала. Забыла сказать, мясо пропустила на крупную решетку. Не мелкая, как на котлеты, а на крупную. Тут, конечно, у меня много получилось фарша. Но я хотела еще пожарить чебуреки. Тоже давно не жарила. Я как обычно делаю. Увижу рецепт какой-нибудь. И начинаю думать, что бы я делала, как бы я сделала это, как лучше сделать. Крупный попался. Вот это фарш. Сейчас смотрим тесто наше, какое оно отлежалось. Пожалуй, я разделю на две части. Так, я начинаю делить кусочки. Tak mi weszłaś w krew, dziewczyno czarnota, tak mi weszłaś w krew, jak stary mocny szokaj. Tak mi scytak śpiew, śpiewniejszy mi twój głos, bo tak mi weszłaś w krew, no zły i dobry los. Nic, że gniew swe koło mroczy, nic, że gniewne sące oczy, nawet i twój gniew za serce chyba mnie. Стараюсь края сделать тоньше. Теперь с обратной стороны. Ножки проталкиваем назад. Nawet i twój gniew za serce zwyka mnie, bo tak mi weszłaś w krew, tak bardzo kocham cię. Я до этой короны занималась пирогами. Это мой был бизнес. С 11-го года, между прочим. Каждый день вставала в 3 утра. И выпекала 100 пирогов. Начала-то я, может быть, с 30 пирогов вначале. Надо было людей приучить. Пока дочка младшая со мной жила, она мне помогала. Так мы и 150 делали. Главное не сколько сделать, а как продать, чтобы у тебя не оставалось на следующий день, как должно все уйти.
Так что, потом, когда она уехала, я стала 100 штук, потому что мне нелегко было это продать. Долго приходилось ходить. Вот я слепила. Тесто как раз, только-только. Тут уже место тесновато. Сейчас поставлю вариться. Посмотрим, что получится. Разойдутся, не разойдутся. Мне даже самой интересно. Пошла ставить. Так, готов мой ужин. Сварились манты. Как правильно, манты вот сварились. Так, тут я салатик немножко нарезала, 2 помидорки. Очень вкусные, я уже слопала 1 штуку, не удержалась. Получилось много, конечно, это нам много просто. Это мой букет. Я сорвала. Моя любимая трава цветет, сныть. Ну, приятного аппетита нам всем. Забыла сказать-то, немножко я положила аджики. Там с красным перцем. Это я покупала в корейском отделе, где салаты торгуют. Никак не съесть. Вот, как раз с миндалем. Думаю, что будет вкусно.